Привет, друзья! С вами вновь Московский флейтовый центр и Илья Дворецкий. В предыдущих главах мы затронули внешнюю, видимую часть работы нашего аппарата. Теперь же поговорим о том, что скрыто и на чем гораздо сложнее заострить свое внимание. Но начнем с небольшого отступления. Все рекомендации, данные в этом материале, лучше применять в комплексе. Безусловно, прорабатывать различные моменты можно и полезно по отдельности. Но исполнение любого музыкального материала задействует все наши параметры – слух, активный мыслительный процесс, работу многих мышц чувств и эмоций. И все это включается в работу единомоментно. Поэтому, изучая каждую главу моего повествования в отдельности, следует помнить, что любые рекомендации, ориентированные на комплексное применение, не будут полноценно работать по отдельности друг от друга в процессе игры. Для того, чтобы быть уверенными, что мы контролируем все, не упуская самые мелкие детали, нам придется буквально заглянуть к себе вовнутрь. Конечно же, мы не станем использовать эндоскоп и изучать себя изнутри, но попытаемся представить некоторые детали, которые помогут нам осознать сам процесс обработки воздушного потока и его передачи во флейту. Сегодня у нас очень интересная тема для обсуждения, поскольку я намерен затронуть такие понятия, как причина и следствие. В применении к флейте это означает вопрос, что рождает звук, а что придает ему огранку и заставляет его буквально сиять. Каково различие между звуком и тембром? Не переоцениваем ли мы свою роль в процессе формирования звука? Ну давайте по порядку. Как я уже упоминал в одном из моих прошлых видео, наши связки являются первой полезной преградой на пути воздушного потока, берущего начало в районе диафрагмы. И тут стоит отметить существенную разницу с вокалистами, связки которых расщепляют поток воздуха, направляя его в резонатор в полость рта, в то время как в применении к флейте связки работают лишь как естественная преграда, дозируя исходящий поток, не давая ему устремиться бесконтрольно вперед и буквально разрушить тонкие настройки в нашем аппарате, то есть в губах. После прохождения барьера связок поток воздуха попадает в полость рта, где мы должным образом его обрабатываем. Здесь мы подошли к одному из важнейших пунктов в понимании того, как рождается звук и тембр у флейтиста. Для каждого из нас вполне естественно напевать те или иные музыкальные фрагменты, мелодии, и вообще пение – это часть нашей музыкальной сути. И мы с радостью переносим свои естественные навыки на флейту, стараемся изобразить пение на флейте, как просили некоторые наши педагоги, пытаясь создать резонанс внутри полости рта. Именно попытка создать максимальный объем внутри полости рта является камнем преткновения и моментом, вводящим в заблуждение очень многих. Безусловно, полость рта является естественной резонаторной камерой, миновать которую исходящий воздушный поток не в состоянии. Но у полости рта есть, на мой взгляд, более важная, простая и одновременно комплексная функция – формирование аэродинамического пространства, трубы, для того, чтобы воздушный поток имел четко заданное направление, не рассредотачиваясь хаотично по всей полости рта. Чтобы задать определенную форму и направление воздушному потоку, нам крайне важно правильно использовать наш язык. Но перед тем, как перейти к описанию работы языка, давайте обратим внимание на проблемы, возникающие при избыточном открывании полости рта. Первое. Пытаясь максимально открыть полость рта, мы опускаем вниз наш язык, что сразу влечет за собой потерю контроля над воздушным потоком, который рассредотачивается по всей полости рта, теряя необходимую концентрацию и структуру, в результате чего, несмотря на наши усилия в области диафрагмы, звук становится рыхлым, анемичным и плохо управляемым. Второе. Также при попытке играть с опущенным вниз языком теряется необходимый тонус депрессор лаби инфериорис, мышц, приводящих в движение нижнюю губу. О них я рассказывал в прошлом видео, что отрицательно влияет на скорость управления, нюансировку и собранность звуков в целом. Одновременно при опущенном языке частично перекрывается гортань, что мешает свободному доступу воздуха в полость рта. Третье. Положение языка внизу не является оптимальным для исполнения атаки и штрихов, поскольку языку приходится проделывать значительное расстояние, чтобы коснуться кончиком верхней десны, либо задней стенки неба при звуке «к» при двойном стаккато. Любая атака при таком положении языка становится тяжелой, инертной и малоэффективной. Чтобы избежать всех этих проблем, нам необходимо научиться контролировать положение языка и его форму. Прежде всего, нужно сформировать замкнутое с боков пространство для прохода воздушного потока к отверстию в губах. Язык должен быть соединен своими боковыми частями с внутренней стороной верхних зубов соответственно. Фонетически это если во время произнесения звука коснуться языком, вернее его задней частью верхних зубов. Таким образом мы организуем замкнутое пространство, желоб, по которому воздушная струя устремляется к губам и далее на срез в лабиуме. В чем польза такого расположения языка? Первое. Мы полностью контролируем поток в пространстве между небом и языком, не давая ему рассредоточиться.
Второе. Мы можем уменьшать или увеличивать пространство между небом и языком с помощью средней продольной части языка. Фонетически это диапазон от более широкой до сжатой «и» или «ю». Благодаря этим настройкам мы способны влиять, например, на звуковысотность. Когда при исполнении ноты в первой октаве на букве мы можем совершить скачок на 2 октавы выше, лишь поменяв на «ю», слегка сопроводив это движение мышцами под нижней губой. Также, исполняя, к примеру, одну ноту, мы можем с помощью того же приема, то есть поднятия или опускания центральной продольной части языка, сжимать воздушный поток, тем самым компрессируя его и заставляя двигаться с большей скоростью, что дает нам более цепкое и собранное форте, помогает с легкостью отрабатывать любые интервалы, а при опускании центральной части языка мы получаем более широкий, мягкий, медленный поток, готовый вариант для исполнения пиано и также комфортную работу с интервалами. Третье. При фиксации нашего языка по бокам у верхние зубы движимыми остаются не только его продольная часть, но также кончик и корень, отвечающие за атаку Т и К. В этом случае движение языка похоже на работу простейших качелей с неподвижным центром тяжести по бокам и балансирующими сторонами. Эта позиция помогает исполнять любые штрихи, не теряя при этом концентрацию звука, поскольку воздушный поток продолжает перемещаться как будто бы по трубе, а его скорость мы задаем 2 способами. Первый – это так называемая опора, идущая от мышц живота и диафрагмы. Второй же способ – это поднимание или опускание центральной продольной части языка. Так называемая фиксированная позиция языка в сочетании с необходимым тонусом губ, опорой и дозированием потока с помощью связок, о чем я упоминал в своих прошлых видео, превращает ваш организм буквально в конвейер по производству звука, где каждый этап выверен во всех деталях и незаменим для общей картины звучания. Чтобы объединить все вышеозначенные этапы в единый процесс, можно представить их в качестве упражнения. Сначала стоит делать его без флейты, перед зеркалом, поэтапно. Затем объединить все этапы в одно действие, а уже после подключать инструмент. Первый этап – взятие дыхания. Достаточно широко открыв рот, набираем дыхание, как я рассказывал в соответствующем видео, с полностью расслабленным горлом, открытыми связками, не подключая к процессу рот, напрямую через область связок, максимально наполняя свое внутреннее пространство, чтобы живот, бока, частично спина расширились. Второй этап – удержание дыхания. Важный этап при освоении подачи дыхания в целом. Помогает в момент задержки дыхания подготовить и продумать последующие этапы в цепочке. После набора дыхания смыкаем связки в нижней части гортани, будто погружаясь под воду. Третий этап – подача дыхания. Наполнив наш резервуар до отказа, мы не напрягаем, но фиксируем мышцы живота в области немного ниже солнечного сплетения, направляя их посыл внутрь и наверх, чтобы дать опору воздушному столбу. Такого рода подача осуществляется не единомоментно, а на протяжении всего выдоха или музыкальной фразы. Также мы можем использовать диафрагму или центральную продольную часть языка для акцентирования или изменения в динамике. Более подробно расскажу об этом в следующих видео. Четвертый этап – работа связок. Связки в применении к флейте работают как преграда избыточному давлению воздушного потока на губы. Поэтому после этапа задержания дыхания, где связки смыкаются, мы слегка их приоткрываем до характерного шипа. Прислушиваемся к тому, как и с какой интенсивностью выходит воздух. Главная задача, чтобы поток выходил непрерывно, без толчков.
и его интенсивность была одинаковой на всем протяжении выдоха. Пятый этап – работа языка. Как только процесс равномерного выдоха наладился, необходимо заключить воздушный поток в подобие трубы, чтобы он не потерял своей концентрации до самого момента контакта с флейтой. Ставим язык формой подковы, чтобы он касался в своей задней части боковинками внутренней поверхности верхних зубов, а вся центральная, продольная его часть оставалась на весу. Кончик языка при этом находится за зубами, примерно по центру, не мешая воздуху достигать своей цели. Шестой этап – постановка губ. На этом этапе воздух подается, язык находится в рабочей позиции, а нам остается, не торопясь, начать сводить мышцы под нижней губой к центральной точке, одновременно сомкнув по бокам вокруг отверстия верхнюю и нижнюю губы. Это движение продолжается до того момента, когда мы почувствуем тонус в мышцах под нижней губой и достаточно плотное соприкосновение губ по бокам отверстия. Хочется отметить, что нельзя допускать высокого напряжения в мышцах, поскольку это неизменно вовлечет в работу соседние мышцы, которые не должны активно участвовать в процессе формирования звука. Наша главная задача – научиться подключать отдельные группы мышц изолированно от других, чтобы сохранить высокую степень контроля над ними. Объединив все 6 этапов в единый процесс, мы полностью готовы к передаче сформированного потока на срез в губках. На выходе мы получаем звук, как результат взаимодействия исходящего воздушного потока и резонанса корпуса инструмента, который мы можем потом дополнить нюансами, красками, сделать его частотную характеристику той или иной, по нашему вкусу. Все это можно назвать термином тембр. Именно он делает каждого из нас узнаваемыми и уникальными в своем роде. Что же касается нашего личного участия в формировании звука, то да, мы его однозначно порождаем и даем ему направление, интенсивность и отдельные уникальные особенности. Но все же в итоге звучит и резонирует сам корпус флейты, а также райзер или срез. Поэтому нам не стоит переоценивать свою роль в паре исполнитель-инструмент. Когда мы пытаемся насытить звучание несуществующими красками или объемом, в звуке проявляется множество частотных и шумовых артефактов, мешающих спокойному восприятию вашей игры слушателям. Поскольку мы, будучи глубоко вовлечены в процесс игры, сами не замечаем подобных проблем, то хорошим помощником может стать аудио или видеозапись собственных занятий, а также рекомендации опытного преподавателя. На этом сегодняшний экскурс во флейтовые глубины окончен. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои оценки и комментарии. С вами был Илья Дворецкий и Московский флейтовый центр. До новых встреч. Пока.